Всем привет, дорогие друзья! Рад записать для вас свое первое видео про историю золотодобычи на своем YouTube канале. Это часть моего курса, который посвящен золотодобыче. В курсе я буду делать акцент на всех этапах добычи золота. И первое видео, конечно же, посвящено истории золотодобычи, ведь именно с этого и начинается знакомство со всем процессом. Основную информацию о курсе вы можете найти в моем предыдущем видео. Я оставлю ссылку в описании под видео, а также на моей страничке в Instagram. Если вам интересно погрузиться в мир полезных ископаемых и узнать чуть больше о статистике, узнать о том, как можно инвестировать деньги в недропользование и приумножить свои вложения, подписывайтесь на мой блог. Там вы найдете много полезной информации. Буду рад видеть вас. Каждый день я публикую полезные посты и знакомлю вас с интересными фактами. На сегодняшний день нас уже более 23 тысяч человек. Золото стало одним из первых металлов, с которым познакомился человек еще 40-60 тысяч лет назад. Изыскания археологов доказывают, что первое золото человечество начало добывать еще тогда наряду с железной рудой. Окисли, которые использовались в наскальной живописи и в производстве красок для нанесения рисунков на теле и окраски волос. Однако дать оценку объемам добычи золота удалось только с изучением архивных материалов. Большинство авторов, изучавших историю золотодобычи, ориентируются на труды немецких ученых Зельбера в 1879 году и Кривинга в 1948 году. Изучив месторождение древних золотых рудников, определив объемы сохранившихся золотых изделий и прочитав письменные источники древности, они приводят данные по добыче золота в истории человечества. Эти материалы признаны классическими, и данные последующих исследователей разнятся только в связи с разной интерпретацией трудов первых аналитиков. Следует также отметить, что в древнем мире не умели получать высокопробное золото. К примеру, в древнеалтайских захоронениях в золотых изделиях содержалось до 45% серебра. Древние египтяне постигли науку отделения золота от серебра только в 21 веке до нашей эры. Считается, что к этому времени в мире было добыто 920 тонн золота. Чистый металл в Египте получили только в 6 веке до нашей эры. В 1974 году в Южноафриканском археологическом бюллетене был опубликован отчет о раскопках доисторической шахты для добычи железного пигмента возле Потсмасбурга, ЮАР, авторы которого Бьюман и Бушье утверждали, что люди каменного века добывали железную руду, которая затем используется в качестве краски для наскальных изображений и ритуального раскрашивания тел. Возраст обнаруженных копий по разным оценкам от 40 до 60 тысяч лет. В целом же количество шахт разного назначения периода каменного века в южноафриканском регионе исчисляется тысячами. Предполагалось, что кроме железных окислов из шахт извлекалось и золото. Золото Древнего Египта. Первой золотоносной провинцией земли стала аравийская нубийская территория севера Африки, на которой в древности было добыто около 3500 тонн золота. Здесь впервые началось системные поиски и масштабные разработки рассыпных и рудных месторождений, которые пришли на смену отдельным случайным находкам. В эпоху энеолита, по оценке Кривинга, в восточной аравийской пустыне было добыто около 700 тонн золота. В других регионах мира добывалось несравнимо меньше. В Индии 70 тонн, в Малой Азии 10 тонн, в Нубии и Аравии по 20 тонн, в Бактрии, историческая область на сопредельных территориях Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, 30 тонн. И известно более 45 древних разработок в районе Вади Хамамата, высохшее в древности русло правого притока Нила. Здесь были созданы постоянные поселения золотодобытчиков, построены дороги, вырыты колодцы, проложен кратчайший путь, связывающий район Хив с Красным морем. Распад древнего царства в конце энеолита вызвал упадок почти в 200-летний перерыв в добыче золота в Египте.
которая возродилась только в бронзовом веке, в котором аравийско-нубийская золотоносная провинция достигла наивысшего расцвета. За 900 лет здесь было добыто 1600 тонн золота. Желтый металл в страну фараонов поступал также с побережья нынешней Эфиопии 50 тонн, и Сомали, и из Южной Африки тоже добывалось порядка 50 тонн. За счет жесткой эксплуатации рабов и бедного населения в Древнем Египте добывалось огромное количество золота, сравнимое с современной добычей. Есть исторические данные о том, что при фараоне Тутмосе III, правившем Египтом приблизительно в 1479-1425 годах до нашей эры, добыча золота временами превышала 40 тонн в год. В Древнем Египте существовали рудники, разработки которых, судя по записям в папирусах и надписях на камнях, длились тысячелетиями. Более 1000 лет существовали рудники Вади Аббаса и Акита, на которых горные работы были начаты между 1317 и 1251 годами до нашей эры. Хамаматские рудники упоминались еще в период 3000-2000 годов до нашей эры. До нашего времени на папирусе дошла первая карта золоторудного месторождения гора золота в Вади Хамамат. Датируется этот папирус 1250-1313 годом до нашей эры. Карта показывает геологическую изученность крупного месторождения, на котором отдельные объекты уже отработаны, другие находятся в эксплуатации, а на третьих ведут разведку и ждут своей очереди добычи. Захват Египта гипсосами в 1792-1580 годах до нашей эры вновь на 2 столетия прервал историю золотодобычи. Железный век 1250-е года до нашей эры совершил великую золотую эпопею Египта. В эти годы Египет постоянно подвергался нашествиям многочисленных завоевателей: ливийцев, эфиопов, ассирийцев, персов, и они постоянно опустошали Египет. Последний недолгий расцвет золотой страны состоялся при династии Птоломеев, унаследовавших Египет от империи Александра Македонского. За весь Железный век в Верхнеегипетском районе было добыто около 400 тонн золота. В Нубийском районе было добыто 500 тонн, в Эфиопии 50. Торговля и набеги в страны Южной Африки принесли в казну фараонов еще 340 тонн золота. Добыча золота в Железном веке оценена 4120 тонн, из них 600 тонн было добыто в Иберии, современной территории Испании и Португалии, 500 тонн в Галлии, современная Франция, 500 тонн на Балканах, в Индии, Бактрии и Согдиане, Узбекистане и Таджикистане более 400 тонн. К этому времени золотые запасы аравийско-нубийской провинции истощались. За последние годы Римской империи, 50-е года до нашей эры и 500-е года нашей эры, в Египте было добыто всего 30 тонн золота, в Нубии 50 тонн, в Эфиопии 110 тонн. В современной истории в Египте 1900 по 1958 года было добыто еще около 230 тонн. Одновременно с Египтом существовали и другие довольно крупные государства, в первую очередь Вавилон и Ассирия. Однако ни одно из этих государств не достигло такого могущества и богатства, как Египет. Достаточно сказать, что государство Египет существовало более 4000 лет, римское немногим более 1000 лет. Всего египтяне ко времени захвата Римом добыли около 6000 тонн золота. С территории африканского континента до этого времени извлечено 4185 тонн золота, из которых только Египет и Нубия, Судан и Эфиопия дали 1710 тонн и 1600 тонн соответственно. Золото Римской империи. Рим являлся наиболее могущественным государством своего времени. К тому же очень агрессивным. Он постоянно стремился расширить свои владения. В середине 2 века до нашей эры большая часть Средиземноморья и Балканского государства стали римской провинцией. В 146 году до нашей эры Римом была покорена Греция. В 56 году римлянам покорилась Галлия. В 30 году Египет. К началу эры все основные из известных в то время золотоносных районах оказались в руках Рима.
Рима. Римляне захватили огромное число рабов и поэтому могли организовывать горные работы на захваченных землях в больших масштабах. Золотоносная провинция Пиренейского полуострова Иберия во время Римской империи оказалась одной из крупнейших в мире. Здесь был достигнут наибольший размах добычи золота. В провинциях Астурии, Галисии и Лузитании были организованы так называемые оругии, золотодобывающие горные предприятия, на которых работали десятки тысяч рабов. Разработка римлянам испанских и португальских месторождений интересна тем, что содержание золота в горных породах было невысоким. Чтобы получить здесь небольшое количество металла, необходимо было переработать огромные объемы горной массы, и римляне сумели это организовать. Считается, что на римских оругиях было добыто в общей сложности 500 миллионов тонн золотоносной руды и получено всего 1500 тонн золота. Вторая после Иберии область золотодобычи Рима – Балканы. Основные работы были сосредоточены в Македонии и Фракии, нынешняя Болгария. Во Фракии в лучшие годы добывалось до 36 тонн золота в год. Еще в Железном веке здесь было добыто 500 тонн драгоценного металла. В период Римской империи 350 тонн. Провинция Дакия, Румыния, дала Риму 190 тонн золота. Галлия, Франция, дала римлянам около 50 тонн. Следует отметить, что в Железном веке здесь было добыто 500 тонн. Также 50 тонн было добыто в чешском Богемском массиве. Вне римского мира наиболее значимой была добыча в Индии и Средней Азии. В последние годы существования Рима добыча золота постоянно снижалась из-за непрерывных войн и восстаний на захваченных территориях. После крушения Рима горные работы, хотя и производились, но их масштабы были далеки от тех, которые характерны для периода расцвета рабовладельческих государств. Золото Средневековья. В середине века до 1492 года золото добывалось в значительно меньших количествах, чем в древности. Технологии, созданные в римскую эпоху, были забыты. Добыча рудного золота практически прекратилась. Лишь кое-где в руслах рек и ручьев люди кустарным способом вели промывку золотоносных песков. На смену мощным рабовладельческим государствам пришли мелкие, раздробленные феодальные княжества, которые не могли организовать горные работы в крупных масштабах. Помимо того, что они не располагали для этого достаточной рабочей силы, их постоянно изнуряли войны, междоусобицы, распри. Что же касается потребности в золоте, то она не только не исчезла, но наоборот возросла, поскольку теперь каждый феодал горел желанием иметь роскошный двор, а таких феодалов было множество. В Европе с X века главной золотой кладовой считалась Чехия. В XI веке одним из центров добычи стала Словакия в составе Венгерского королевства, где ежегодно добывалась 1 тонна золота, то есть почти половина всей мировой добычи тех лет. В позднем средневековье главным источником добычи золота стала тропическая Африка. Португальцы и другие европейцы спускались в поисках драгоценного металла все дальше и дальше вдоль западного побережья Африки. Золотой берег, ныне Гана, произвела 266 тонн золота. А Судан, ранее Нубия, 124 тонны. В Азии Китай добыл 229 тонн. Индия 145 тонн золота. На юге Индии сохранились значительные площади участки, где велись древние горные работы. Среди месторождений этой страны крупнейшим является Каларское, из которого за период отработки добыта по разным источникам от 520 до 715 тонн золота. В общей сложности с 500 до 1494 года нашей эры в Европе было добыто 570 тонн. В Азии 903 тонны, в Африке 838 тонн, в Америке 169 тонн. Общая мировая добыча средневековья оценивается учеными в 2480 тонн золота. Технологии древней золотодобычи. Первое золото древний человек
скорее всего, добыл из рек и ручьев. Сначала это были раскопки и переработка гравийного материала, после переработка была заменена промывкой. В результате возникла технология добычи золота из рассыпей, которая по своей идее, если не принимать во внимание технические средства, сохранилась и до наших дней. Древние старатели прибивали к берегу козьи шкуры и лили на них воду с песков из реки. Затем шкуры сушили и вытряхивали из них золото. Такой способ добычи был широко распространен на Кавказе. Технология добычи золота у египтян оказалась настолько совершенной, что в отвалах рассыпного месторождения Джабель-Эльба на западном берегу Красного моря в 1313-1292 годах до нашей эры, а также в отвалах древних золоторудных месторождениях между Нилом и Красным морем, современные геологи не смогли установить даже присутствие золота. Оно полностью извлекалось из породы. Термин «рабский труд» родился, очевидно, еще во время фараонов. Именно к такому труду относилась золотодобыча в Древнем Египте, которая становилась уделом рабов и преступников. Древнейшие рудники представляли собой ряд беспорядочных узких выработок. Отбойка руды производилась сначала каменными молотами и ударниками, затем стали применяться медные и бронзовые зубила и клинья. Вот как описывает технологию рудной добычи историки древности. Породу подвергали сильному огню, затем поливали ее водой, вставляя в появившиеся трещины деревянные клинья, затем дробили каменными молотками и бронзовыми кирками. Дети собирали отбитые с трудом осколки камня и выносили их из выработок, следовавших за жилами золотом. Другие рабы дробили эти осколки в каменных ступах до тех пор, пока они не достигали размеров горошин. Далее бросали их в последовательно расположенные жернова и вращали их до тех пор, пока они таким помолом не превратят камень в пыль, наподобие пшеничной муки. Вы это, наверное, тоже сейчас знаете. Также наши мельницы дробят сегодня руду. Затем люди, искушенные в добыче металла, брали истолченную руду и раскладывали ее на широкой и слегка наклонной доске. Затем размешивали и поливали водой. Порода стекала, а золото вследствие тяжести оставалось на доске. Эта операция повторялась неоднократно, пока на доске не оставались только крупинки золота. Полученное золото бросали в сосуды пористой глины и смешивали их с кусками свинца весом пропорционально количеству крупинок золота. Добавляли крупицу соли, немного олова и ячменных отрубей. После этого сосуды закрывались глиной и ставились в печь на 5 дней и 5 ночей без перерыва. После охлаждения сосудов извлекали чистое золото. Римский историк Кай Плиний пишет, что люди, работавшие в подземных выработках, не видят света по много месяцев. Он говорит о смертельной опасности этих работ, о гибели множества людей. Преемниками египтян в организации крупномасштабной золотодобывающей промышленности были римляне. Они впервые применили на горных работах способ с массовым обрушением горных пород, метод орудий. Плиний оставил описание таких работ в Пиренейском полуострове. Поскольку сам Плиний, однако, был наместником римского императора в этих местах, достоверности его описания можно не сомневаться. Суть римского способа добычи золота заключалась в том, что системой подземных выработок подкапывался массив золотосодержащих пород. Сами выработки проводили теми же средствами, что и древние египтяне при помощи огня, воды с уксусом. Породу от проходки выработок выносили на собственных плечах. Чтобы избежать преждевременного обрушения, в выработках оставляли целики. Судя по всему, работами руководили опытные горняки, которые могли правильно решить, где и какие нужны целики, а также установить, когда должно начаться обрушение. К тому времени, когда можно было ожидать начала обрушения, на поверхность выставлялись наблюдатели, задачу которых входило предупредить работающих по земле возникшей угрозе. Но все равно большое число рабов погибало, не успев свои
своевременно выбраться. Поражают масштабы работ. В середине 20 века в горах Леона на северо-западе Испании обнаружили незавершенную оругию в объеме 4,5 миллиона кубов, которая поныне висит на опорных целиках. Сохранились подводящие к ней штольни длиной по 500 метров и сооруженный выше водоем емкостью 12 тысяч кубов. Проблема переработки обрушенных пород в римляне была решена весьма остроумно. К месту горных работ подводили воду, которая через специальные шлюзы направлялась на обрушенные породы и размывала их и выносила вместе с золотом в специальные канавы. Канавы обшивали досками, дно устилали ветками кустарника. Ветви задерживали золото, а пустая порода выносилась потоком воды до конца канавы в море. Ветви высушивали и сжигали, пепел промывали и извлекали золото. Видимо, степень извлечения золота была наивысшей. Вода должна была иметь достаточный напор, поэтому ее приходилось заводить на значительные высоты. Расстояние, на которое подводили воду, иногда составляло более 100 километров. Для этого приходилось прокладывать специальные водоводы, а в горах пробивать туннели. Над местами горных работ сооружали большие водосборники. О масштабах древнего производства можно судить по количеству сброшенной в море пустой породы, за счет которой, как пишет Плиний, Испания далеко расширяла свои берега. Ежегодный объем добычи золота этим способом Плиний оценивает 8-9 тонн. Некоторые месторождения древними римлянами были выработаны на глубину до 1,5 километра. Всего здесь сохранилось остатки 2000 шахт с горными выработки протяженностью более 150 километров. В некоторых местах, очевидно там, где была ртуть, использовали амальгамацию золота. Эта способность была известна человеку за 2000 лет до нашей эры. Описание добычи золота с помощью амальгамации в долине реки Синд составил историк Буруни в XI веке. Индейцы Южной Америки в очистке добытого золота превосходили европейцев. Металл смешивался с глиной и поваренной солью и подвергался термической обработке. Накалившийся до красна кремнезем выпускал хлор, активно реагировал со всеми металлами. Хлорид серебра впитывался глиной, а хлорид золота разлагался, выделяя чистый металл. Имели индейские мастера производить и низкопробное золото. Испанцы, переплавляя награбленные золотые изделия, частенько получали медные слитки. После крушения Римской империи начался застой не только в добыче золота, но и во всех областях горного дела, который продолжался в течение 500 лет, с 5 по 9 век. Из-за отсутствия многочисленной рабочей силы пришлось самое серьезное внимание обратить на совершенствование горного дела. С 9 века стало развиваться наиболее высокими темпами, чем древность. Это объясняется и тем, что в корне изменилось отношение к работе самих людей. Средневековые рабочие, хотя и находились чаще всего в феодальной зависимости, тем не менее, по сравнению с рабами, были более свободными людьми, более заинтересованными в конечном результате своего труда. А результатом совершенствования горного производства могло быть повышение заработка рабочих. Наиболее полное описание средневековых горно-обогатительных работ дал немецкий ученый XVI века Агрикола Георг Бауэр в 1556 году. Агрикола написал первый труд, в котором обобщил опыт горных работ, передававшийся устно от одного поколения горняков к другому. Труд состоял из 12 разделов и по существу являлся горной энциклопедией своего времени. В нем сосредоточены сведения, начиная от поиска месторождений и способа их разведки и кончая металлургической обработкой руд и концентрат. Агрикола рассказал о том, как на смену малопроизводительным способом производства проходят более производительные. Совершенствуется подъем, который производится с помощью ручного или конного ворота. Для выдачи руды вместо кожаных мешков применяются бадьи. Откатка по штрекам производится в тачках, закладываются основы водоотлива и вентиляции подземных
выработок. Совершенно новый работ в горном деле. Из книги видно, что к этому времени начинают складываться первые научные основы ведения горных работ, способы вскрытия, место заложения вскрывающих выработок, организации подъема получают у Агриколы определенные обоснования. В 14-16 веках становится переходным во многих областях техники, от ручного и конного ворота к гидравлическому колесу, от тачек к вагонеткам. Наиболее сильным толчком в развитии горных работ явилось применение черного пороха для рыхления пород. Это произошло в 1613 году в Саксонии. В широких масштабах рыхления и отбойку горных пород взрывным способом стали применять после того, как человек научился бурить шпуры и скважины для размещения пороховых зарядов. Шире стали использовать ртуть для извлечения золота. Дробильные и измельчительные устройства стали приводиться в действие гидравлическим колесом, а затем и паровой машиной. Интересно, что на крупных месторождениях в целях осушения рудников проходились так называемые наследные штольни. В Словакии, в Банско-Штьянце, главная штольня проходила 96 лет. 1782 по 1878 года она достигла более 16 километров. Серьезный подъем мировой золотодобычи начинается с 1848 года с открытием золоторудных россыпей в Калифорнии, США. В 1851 году началась отработка россыпей в Австралии. В 1885 году начинается интенсивная разработка золотоносных конгломератов в ЮАР. Это известный район Витватерсранд. 1880 года осваивается месторождение Аляски. В середине 19 века весомый вклад в мировую золотодобычу вносит Российская империя. Район Витватерсранда вскоре стал крупнейшим в мире за всю историю человечества золотодобывающим бассейном. В 1886 году здесь было добыто менее тонны золота, но уже буквально через 10 лет здесь добывалось более 100 тонн. В целом, новое время дало миру 16 тысяч тонн, а общая накопленная золотодобыча к 1900 году составляла 28 тысяч тонн, из которых в Европе добыто 5 тысяч тонн, в Азии 6 тысяч тонн, в Африке 6,5 тысяч тонн, в Америке 7800 тонн, в Австралии и Океании 3,3 тысячи тонн. Золото — новейшая история. 1901 года. Добыча золота с начала 20 века постоянно растет и имеет несколько максимумов, периоды падений. Первый максимум был достигнут в 1912 году, когда было добыто 705 тонн золота в год. Но Первая мировая война привела к снижению добычи. Достигнутый рубеж удалось преодолеть только через 20 лет. В 1940 году новый пик — 1310 тонн золота в год. И вновь война обрушилась добычу желтого металла до 700 тонн в 1945 году. На преодоление предыдущего пика потребовалось еще 23 года. Основные объемы золота в мире в 20 веке произвела ЮАР. Именно эта страна в 1970 году продемонстрировала максимальный годовой объем. 1000 тонн золота было добыто в ЮАР в 70 году. И с тех пор из-за усложнения горно-геологических условий разработки ЮАР теряет свои позиции. Прирост мировой добычи золота за последние годы произошел во многом за счет кардинального изменения структуры стран, добывающих золото. В 1980 году половина мировой добычи приходилась всего на одну страну ЮАР, то за последние 20 лет ее доля снизилась до 6%. Снижение влияния ЮАР произошло как за счет абсолютного падения объемов добываемого золота, так и за счет резкого увеличения выпуска в других странах, где золотодобывающая промышленность считалась затухшей, в таких странах как США, Китай, Австралия. Золото на территории современной России начали добывать еще 2500 лет до нашей эры. На Кавказе, Урале, Алтае, Западной Сибири были обнаружены следы древних работ. Горные выработки рудников, отвалы, остатки промывочных устройств. Многие рудные и рассыпные месторождения были затронуты разработками, которыми по каким-то неизвестным причинам прекратили
прекратили на многие века. От больших объемов добычи в древности косвенно могут свидетельствовать богатейшие захоронения в буграх, старинных могилах, на которых еще Петр I извлекали по пуда золотых изделий, созданных с высоким искусством. Так сложилось, что за многовековую историю древней Московской Руси никаких золотоносных земель на ее огромной территории не обнаружили. Большой вклад в развитие золотодобычи внес царь Петр I. В 1700 году он образовал специальное министерство, в дальнейшем Берг-коллегия, 1807 года горный департамент. Приглашая заморских специалистов, Петр I объявил горную свободу, разрешив искать золото везде, невзирая на принадлежность земли. Но золота не находилось. Первое золото Руси в большом объеме было получено в Забайкалье на Нерчинских рудниках в 1714 году, где талантливый мужик Иван Макеев научился извлекать золото из серебряной руды. 1729 года в Макеевском руднике желтый металл начали производить на алтайских серебряных рудниках. Количество добытого золота было ничтожным. С 1719 по 1799 год таким способом получили с огромными трудностями химического золота 830 килограмм. Со временем из полиметаллических руд в России стали извлекать по 400 килограммов золота в год. Первым в России районом, где удалось найти коренное рудное золото, стал Урал. Это знаменитое Березовское месторождение. Оно было открыто крестьянином Ерофеем Марковым в 1745 году. В 1747 году начал работать первый отечественный золотой рудник, названный впоследствии первоначальным. За весь 18 век в России было добыто лишь 22 тонны золота. Первое промышленное рассыпное золото в 1803 году было обнаружено на берегу реки Часовой. Содержание драгоценного металла доходило до 1 килограмма на кубометр. Но настоящий прорыв в развитии рассыпной золотодобычи в России произошел благодаря наблюдательности и настойчивости рудоискателя Льва Брустикина. В 1814 году по берегам речек Пышма и Березовка в песчано-глинистом слое на глубине около метра он обнаружил свободное золото с содержанием более 400 грамм на кубометр. Он же предложил простую технологию его извлечения. До Брусникина считалось, что золото можно извлекать только с предварительным измельчением пород. Промывка песков оказалась таким простым и доступным делом, что ее начали применять повсеместно. С 1814 по 1867 годы только на Урале было добыто около 600 тонн золота. Открытие месторождений рассыпного золота в Сибири и на Дальнем Востоке последовали одно за другим. В Забайкалье начали добывать 1830 года, на Енисейском кряже 1839 года, в Баргузинской тайге 1845 года, в Бодайбо 1864 года, в Приморье 1869 года, в низовье Хамура 1890 года. К концу 19 века Россия добывала в год около 40 тонн золота, и из них где-то 93% было рассыпного. Всего же в России до 1917 года по официальным данным было добыто 2888 тонн золота, по неофициальным 3500 тонн, так как была еще нелегальная добыча, контрабандная так называемая. Максимальный объем золотодобычи в Российской империи пришелся на 1914 год. Было добыто 61 тонна золота. Войны и революции привели к резкому спаду добычи золота. Так, если в 17 году было добыто 28 тонн, то уже в 21 году всего добыто менее 1 тонны золота. После создания Советского Союза молодое правительство начало развивать поиски золоторудных районов. Начались освоение новых регионов: Восточной Сибири, Алдании, Якутии, на Колыме. Важной вехой развития золотодобычи стало освоение Колымы, которое с 1932 по 1956 годы дала стране
стране 1180 тонн драгоценного металла. Военный период 1941 по 1945 год снизило объемы добычи золота, но после войны опять началось планомерно наращивание производства драгоценного металла. Максимальная добыча произошла в 1989 году – 304 тонны золота. Важным этапом развития золотодобычи являлось развитие так называемой золотой лихорадки, погоня за случайной сумасшедшей прибылью. Золотые лихорадки прошлого стоили жизни сотням тысяч людей. Открытие золотых месторождений в Калифорнии, Австралии, на Аляске, Сибири приводили к хищническим формам освоения этих территорий. Одной из первых, отмеченных в исторических хрониках, стала золотая лихорадка в Чехии в 760 году нашей эры. Множество бедных людей пересекалось к югу от Праги с целью промыть там золотой речной песок. И 3 человека могли в один день добыть марку, это 220 граммов золота. В результате этого наплыв людей в зону находки золотых месторождений был настолько велик, что в следующем году страну постиг голод. В 13 веке золотой бум разразился в Гане, Золотой берег. Отсюда было вывезено 266 тонн золота. В 16-18 веках в Колумбии, где было добыто 1197 тонн золота. В 18 веке в Бразилии, где было добыто 840 тонн золота. 19 век ознаменовался серией золотых лихорадок в России, США и Австралии. В 1848 году было найдено золото в Калифорнии. Началась знаменитая калифорнийская золотая лихорадка. В 1949-50-х годах десятки тысяч людей из восточных районов США и Европы бросились в Калифорнию. Смерть косила их по пути. Только на сухопутных дорогах через неосвоенные тогда земли летом 1849 года погибло, как предполагают источники, не менее 5000 человек. Дизентерия, цинга свирепствовали и в самой Калифорнии. Последняя классическая золотая лихорадка произошла в конце 19 столетия, когда золото было открыто в северной части Канады и на Аляске. В сезон 1898 года около 100 тысяч человек двинулось с побережья к местам добычи золота на реке Клондайк. Дорога к столице золотоносного района была далека и трудна и опасна. Как полагают, цели достигли не более 30-40 тысяч человек. Разбогатели во всех подобных случаях единицы счастливчик. За всю историю человечества было добыто 175 тысяч тонн золота, из которых 31 тысяча тонн, или 18%, находится в международных резервах. 71 тысяча тонн находится в ювелирных изделиях, или в предметах религиозного культа. Около 16 тысяч тонн используется в промышленности. У частных инвесторов находится около 31 тысячи тонн золота. Вы прослушали курс по золотодобыче. Периоды добычи золота были абсолютно различны. Есть технологии по добыче и переработке руды, которые используются еще с древнейших времен. Но есть технологии, которые шагнули на несколько уровней выше. В следующих видео я расскажу вам о разведке месторождений, о добыче, о переработке руды, а также расскажу о том, как создать лучшие предприятия. Следите за обновлением на моем YouTube канале, а также подписывайтесь на мой Instagram, где вы можете получить много полезной, интересной для вас информации. Всем спасибо!